Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию распаковку маски TM1000 Papor от компании Techman. Это маска с блоком подачи очищенного воздуха. Маска поставляется вот в такой вот коробке. На маске есть, конечно, индикация модели маски, цветовой гаммы. Есть индикация международных сертификатов, в котором данная маска, данное устройство соответствует, и декларация соответствия, действующая в России. Сейчас открою коробку и покажу, что входит в комплект. В комплект входит шланг подачи очищенного воздуха в тканевой оплетке с огнезащитной пропиткой, флоуметр для проверки работоспособности блока подачи воздуха, зарядное устройство для батареи блока подачи очищенного воздуха, стандартная батарея, опционально можно приобретать батареи увеличенной емкости, помощи, предназначенные для удобного ношения блока подачи воздуха. Они похожи, в общем-то, на подтяжки. Блок подачи очищенного воздуха с облегченным тканевым ремнем. Опционально можно приобрести кожаный ремень. Маска. Принадлежности к маске. Элементы питания. Защитные стекла внутренние 2 штуки. Защитные стекла наружные 5 штук. Заглушки для боковых окон 2 штуки. Это комплектация на эту маску. Сейчас мы поговорим подробнее. Мы распаковали все принадлежности, которые были в комплекте. Маска TM1000 с откидным забралом, с боковыми окнами. Размер самого светофильтра у маски 156 на 123 мм. Размер смотрового окна 107 на 75 мм. Площадь смотрового окна 8025 мм квадратных. Маска имеет маркировку декларации соответствия, действующей в Российской Федерации. Данные маркировки размещены на щитке, на светофильтре и на других частях, все в соответствии с требованиями охраны труда. Данная маска имеет цифровую систему управления с помощью кнопок и дисплейчика. Есть возможность регулировки задержки осветления, особенно полезной при сварке на больших сварочных токах, для того, чтобы не поймать яркое излучение не остывшего еще металла. Есть регулировка чувствительности, есть регулировка степени затемнения, диапазон регулировки степени затемнения от 5 до 13 дин, то есть такой широкий диапазон. 4 датчика для обнаружения дуги, в общем, позволяют гарантировать обнаружение дуги в различных обстоятельствах. Есть режим с зачистными кругами, как я уже говорил, это просто если мы поднимем забрало. Оптический класс данного светофильтра 1.1.1.1, это 4 единицы, это высочайший оптический класс, 3,5 дина в светлом состоянии. Технология реальной цветопередачи True Color позволяет видеть место сварки близкое к реальному. Сменные элементы питания, как вы видели из комплектации, говорят о том, что данный фильтр при нормальной эксплуатации и обслуживании может служить неограниченное время практически, в отличие от масок, у которых есть светофильтры без доступа к элементу питания. В таком случае в среднем через 6 лет придется либо менять фильтр, а это дорогая деталь в маске, либо попытаться добраться до этого элемента питания и его перепаять. Время затемнения данного светофильтра 0,04 миллисекунды. Это очень высокая скорость затемнения светофильтра и реакции его на дугу.
Постоянная защита от ультрафиолетового и инфракрасного излучения 16 DIN. Это максимальная защита от таких вредных излучений дуги. Практически они не проходят через фильтр. Тик-рейтинг фильтра 2 ампера, то есть данная маска при работе в ТИГе даже при 2 амперах будет работать стабильно, будет обнаруживать дугу, не будет мерцать, не будет осветляться, а обеспечивать защиту и комфорт сварщика. Срок гарантии светофильтра 2 года. Далее в комплекте идет блок очистки и подачи воздуха. В блоке идет в комплекте основной фильтр очистки, префильтр и искровой фильтр. Стандартно он оборудован облегченным ремнем. Опционально можно приобрести кожаный ремень. В комплекте идет стандартная батарея. Вот таким образом она присоединяется. Опционально можно приобрести батареи увеличенной емкости. В комплекте идет флометр для проверки работы блока подачи очищенного воздуха. Как я уже говорил, в помощи шланг подачи воздуха. Для присоединения шланга требуется вставить его в блок и повернуть. Блок включается и управляется одной кнопкой. Сделано это все под левую руку, как я уже говорил, более свободную руку сварщика. Включается продолжительным нажатием на кнопку. Здесь вы видите индикацию заряда батареи, загрязненности фильтра и режим работы фильтра. В данном случае 170 литров в минуту, в данном случае 210 литров в минуту. Для проверки работоспособности перед работой желательно присоединить флометр к податчику и посмотреть, насколько у нас шарик выше отметки. Если шарик выше отметки, значит блок работает исправно. Для того, чтобы сварщик не отвлекался на блок и не контролировал световую индикацию заряда батареи и загрязненности фильтра, в данном блоке есть также звуковая индикация и вибрация, которая будет подсказывать сварщику, когда нужно поменять фильтр или когда нужно поменять батарею и поставить ее на зарядку. То есть сварщик может спокойно работать и знать, что блок ему сам напомнит, когда это сделать. Сейчас мы сымитируем загрязненность фильтра. Я закрою трубку. Таким образом, блок обнаруживает, что для сварщика недостаточно воздуха и пытается обеспечить все-таки сварщика необходимым количеством. Он увеличивает обороты, как вы можете услышать. Увеличение оборотов не приводит, в общем-то, к успеху. Появляется индикация о загрязненности фильтра. Уже 2 лампочки горят. 3. И сейчас, после полной загрязненности фильтра, блок начнет издавать звуковую сигнализацию и вибрировать на поясе у сварщика. Таким образом, сварщик понимает, что нужно на короткое время остановиться, поменять фильтр, либо поменять батарею. Таким образом работает блок. Выключение блока той же кнопкой нажимаем и держим продолжительное время. Для подключения шланга подачи воздуха к маске мы проделаем такую же процедуру, как мы делали с блоком. Мы вставляем шланг до упора и поворачиваем его. Таким образом у нас маска готова к использованию. Только что вы посмотрели распаковку маски TM1000 Papr от компании Techman. Маски с блоком очистки и подачи воздуха в подмасочное пространство для сварщика. Спасибо за внимание.